Добрый день, дорогие пекари! В последнее время достаточно часто звучала у меня такая тема, что закваска потеряла свою активность, и ее необходимо активировать. И вы задавали вопросы, как же ее активировать. Я часто отвечала на этот вопрос в комментариях, но сегодня я решила вам показать. Первый момент. Почему закваска может терять активность? Она теряет активность при длительном хранении в холодильнике, когда вы редко печете, редко ее кормите, освежаете. Она постепенно перекисает, дрожжевая активность у нее снижается, и она перестает так хорошо поднимать хлеб, как в самом начале. Второй момент. Закваска теряет активность зимой, потому что у нас меняется температурный режим, она становится холоднее и в нашем холодильнике, она становится холоднее в помещении. И когда вы ее покормили, она поднимается уже при более низкой температуре, соответственно, ей на это надо больше времени, и она начинает терять активность. Сейчас у нас как раз начало весны, закваска у меня в рабочем состоянии, но я вижу, что она активность теряет. И вот эту процедуру, которую я вам сегодня покажу, я провожу периодически, раз в несколько месяцев, чтобы поддержать активность своей закваски. Вот здесь у меня закваска, она хранится в банке, вот в холодильнике. Она покормлена была вечером, сейчас утро, и она у меня поднялась в 2 раза. Это мало. По этому признаку я понимаю, что активность у меня ухудшилась. Хотя она выглядит вот так разрыхленно и красиво, я вижу, что подъемная сила ее снизилась. Поэтому я сделаю прием по повышению ее активности. Я называю это разогнать закваску. Сейчас мы будем ее разгонять. Для того, чтобы это сделать, мы берем чистую сухую банку и откладываем часть закваски в эту банку. Желательно делать это утром. Схема такая. Мы кормим утром и вечером, но в разных пропорциях. Сейчас я начинаю с того момента, который мы делаем утром. Я откладываю часть закваски. Ну, например, у меня это будет 25 граммов. К 25 граммам закваски я добавляю 25 грамм воды. В данном случае температура воды не имеет значения. Это может быть и теплая, чуть-чуть теплая вода. То есть это не ледяная вода. Нам здесь не нужно укреплять клейковину, работать с клейковиной. То есть здесь холодная вода не имеет никакого значения. И я беру муку, ту, которой я обычно кормлю свою закваску. Если вы видите, что у вас закваска совсем потеряла активность, вы к этой муке можете добавить половину цельнозерновой. У меня это мука высшего сорта, белонежная. И я кормлю обычно ей. Она доступна и по цене, и по наличию в магазинах она всегда есть обычно. Поэтому я решила кормить ею. Так, те же самые 25 граммов муки. То есть я сейчас добавила все в пропорциях 1:1:1. Одна часть закваски исходной стартера, одна часть воды и одна часть муки. И перемешиваю все компоненты. Перемешивать мне всегда удобнее всего вилкой, потому что достаточно жидкая масса, густота теста примерно как на оладьи, может быть чуть-чуть гуще. Промешиваем, чтобы не было сухих участков. Сейчас я возьму силиконовую лопатку, соберу все со стенок, чтобы мне вот эти попавшая закваска на стенки не мешала наблюдать за подъемом, чтобы было наглядно. Так, все, я все собрала со стенок. Накрываю чистой крышечкой. И беру маркер, либо вы можете взять резиночку. И я отмечаю уровень себе, где была моя закваска. Все, я покормила. И теперь необходимо соблюсти один важный момент. Это температурный режим. Температура для подъема у нас должна быть в пределах 22-26 градусов тепла. То есть это чуть-чуть теплее, чем температура брожения обычного пшеничного теста. 24-26, может быть даже 27. Ищите где потеплее. Ставьте наверх шкафчиков в кухне, либо к батарее. Но не так, чтобы совсем перегревать, а рядом поставьте термометр. И вот в пределах 22-26 градусов у вас должна быть температура. Оставляем мы закваску на 7-8 часов, то есть примерно до вечера. Вечером будем кормить еще раз.
И эту процедуру нам нужно будет повторить несколько дней. Все, сейчас убираю в тепло. Возвращаемся к закваске. Смотрите, за 7 часов она у меня увеличилась ровно в 2 раза. И сейчас мне нужно покормить ее второй раз. Поверхность у нее бугристая, с большими пузырями, местами уже начинает опадать. То есть она уже достигла своего пика, по сути, увеличившись при этом всего лишь в 2 раза. Сейчас я уберу часть, чтобы не разводить слишком много закваски, в свою емкость для остатков. Здесь я собираю остатки, которые потом у меня идут на блины, на кексы. И сейчас я взвешу, сколько же у меня получилось здесь закваски. Вернее, я взвешу то количество, которое мне нужно. 25 граммов. Так, и теперь я помыла банку. И в чистую банку отправляю эти 25 граммов закваски. Добавляю сюда 50 граммов чистой воды комнатной температуры и 50 граммов муки. И теперь нужно размешать закваску. То есть сейчас я кормлю в пропорции 1:2:2. Я оставляю на более долгое время, я оставлю на всю ночь, но при чуть более низкой температуре. Она у меня будет бродить примерно 12 часов, но температура при этом составит 22-23 градуса. Ну, либо 21-23, какая у вас есть. На этот раз я не буду ставить ближе к теплу, не буду искать батарею. Я поставлю просто на столе, у меня как раз комнатная температура 22 градуса. Объем у меня чуть выше, чем был в прошлый раз. Потом я сотру все эти линии, но пока отмечу. Все, оставляю при комнатной температуре до утра, и утром продолжим с ней работать. Смотрите, закваска моя провела ночь, увеличилась она более чем в 2 раза. И сейчас посмотрим на нее. Красивая, разрыхленная. Пузыри уже схлопываются. Такая активная закваска. Сейчас нужно отложить часть и покормить остаток. В принципе, она достаточно активная, чтобы на ней печь сейчас. Если вы хотите, на ней можно печь. Но я ее буду продолжать кормить и оживлять. Убираю часть в банку с остатками. Сейчас мы кормим в пропорции 1:1:1. У меня здесь около 40 граммов. Сейчас я добавлю муки и воды. Перемешиваю. Оставляю подходить точно так же на 7-8 часов. И вечером снова повторю операцию с двукратным кормлением. Прошло 8 часов. У меня закваска была на нижней отметке. Видите, она выросла в 3 раза. На верхнюю отметку не смотрим. Выросла в 3 раза. И сейчас я снова ее покормлю. Сейчас вечер. И поскольку подходить она будет дольше, я увеличу пропорции кормления. Сейчас я выложу всю закваску в тарелочку. Беру весы. Не обращайте внимания, что какая-то часть закваски осталась. Это не критично. Сейчас я положила 32 грамма закваски и буду кормить ее в соотношении 1:2:2. Я добавляю 64 грамма воды и 64 грамма муки. Все перемешиваю. Точно так же убираю закваску со стенок. Если вы в процессе вот этих кормлений, которые я вам показываю, видите недостаточную активность вашей закваски, вы видите, что она не начинает подниматься выше, не растет в 3-4 раза, то тогда вы можете добавить либо немного сахара, либо меда, либо можно добавить немного цельнозерновой муки. У меня сейчас высота по второй отметке.
Накрываю крышкой, оставляю на ночь. И такую же операцию мы повторяем, например, еще 2 дня, ну а потом я покажу вам результат. Ну и, наконец, финальная стадия оживления закваски. Это 4-й день кормления. Все по той же схеме, по которой я вам сказала. Я кормила сейчас в пропорции 1:1:1. Была закваска на отметке на нижней, сейчас она уже опадает, но я вижу, что она поднималась вот сюда. То есть почти в 3,5, а то и в 4 раза она вырастала. Видите, вот она уже буграми, она уже начала опадать. В этот момент мы ее либо кормим, либо на ней печем. Ставить ее в холодильник в таком состоянии нежелательно, потому что она опадает и она будет голодать в холодильнике. Поэтому сейчас я на ней замешу тесто и сделаю замечательный хлеб. Я уверена, вам понравится этот рецепт. Это морковный хлеб с грецкими орехами. Это мой подарок вам во время поста. Ну и в момент, когда весной нам не хватает витаминов и хочется порадовать себя вот такой интересной выпечкой. Пеките со мной, получайте удовольствие. Оживляйте свои закваски, активируйте их и готовимся к новому сезону, к лету, к жаре. И будем продолжать печь, и испечем еще очень много всего интересного.